Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом по-настоящему летнего десерта. Он такой легкий, неприторный, с кусочками ягод и готовится быстро, без выпекания в духовке. Итак, сразу подготовим желатин. Для десерта я взяла 10 грамм быстрорастворимого желатина. Конечно, можно взять и обычный, тогда следуйте инструкции на упаковке. К желатину добавляем 50 мл холодной кипяченой воды и оставляем примерно на 5-10 минут для набухания. Теперь в глубокую чашу выкладываем творог. Я взяла 2 пачки пастообразного творога по 180 грамм. Берите творог, который вам больше нравится по вкусу и чтобы он был без кислинки. Теперь добавляем 300 грамм сметаны или натурального густого йогурта. Я взяла сметану 15% жирности, тоже не кислую. И сразу добавим 1 пакетик ванильного сахара. Смешиваем творог со сметаной погружным миксером до получения однородной массы. Лучше использовать именно погружной миксер, чтобы в твороге не осталось крупинок, особенно если творог вы берете зернистый. В полученную массу высыпаем 90 грамм сахарной пудры и еще раз хорошо пробиваем погружным миксером, пока сахарная пудра не растворится. Для этого десерта можно использовать и обычный сахар, но имейте в виду, что он будет растворяться дольше, чем пудра. Посмотрите, какая воздушная творожная масса у нас получилась. К ней я буду добавлять нарезанную клубнику. Можно брать и другие сезонные ягоды и фрукты. Клубники нужно 150 грамм. Нарезаем ее на такие небольшие кусочки. Заранее ягоды и фрукты лучше не резать, так как из них может выделиться много сока. Я рекомендую их мельчить именно на этом этапе после приготовления творожной массы. Тем временем желатин разбух, растапливаем его на водяной бане или в микроволновке. Я обычно растапливаю в микроволновке короткими импульсами по 10 секунд. Главное не доводить его до кипения, чтобы желатин не потерял свои свойства. Растопленный желатин выливаем в творожную массу и все хорошо перемешиваем. У меня на канале есть еще рецепты вкусных десертов без выпечки. Ссылочки на некоторые из них оставлю в описании под этим видео. Последними добавляем кусочки ягод и аккуратно перемешиваем, совсем недолго. Теперь разливаем творожно-клубничную массу по формочкам. Я взяла силиконовую форму для кексиков. Можно, например, взять и одну большую форму. Конечно, лучше всего брать силиконовую, так как из нее десерт легко извлекается. Если силиконовой формы у вас нет, можно использовать и любые другие, но предварительно их нужно застелить пищевой пленкой. Можно вообще не извлекать готовый десерт из формы, тогда пищевая пленка вам совсем не понадобится. Смотрите, как вам будет удобнее. Я заполнила и силиконовые формы, и стеклянные. Посмотрим, что получится. Убираем наш десерт в холодильник для застывания примерно на 2 часа. Посмотрите, спустя пару часов творожная масса хорошо застыла. Десерт прекрасно извлекается из силиконовых формочек. Украшать готовые десерты я буду клубникой. Для этого берем ягоды с хвостиком и делаем такие 3 надреза, не разрезая ягоду до конца. Выкладываем по одной клубничке сверху на каждую порцию. Посмотрите, как это красиво и аппетитно выглядит. Из стеклянной формочки десерт также хорошо извлекается. Уверена, что от такой вкуснятины никто не сможет отказаться, особенно дети, которые не очень любят есть творог.
Лето в самом разгаре, поэтому можно экспериментировать с ягодными начинками, делая такой десерт с разными сезонными ягодами и фруктами. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал, здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!